Когда группа решительных исследователей решилась на путешествие сквозь густые джунгли Конго, никто не предполагал, что их ждет. Они пробирались через тяжелые ветви и непролазные подлески, высматривая хоть малейший признак действия человека. И вот после нескольких дней сражений с дикой природой, они вдруг наткнулись на нечто невероятное. Перед их глазами предстало таинственное сооружение, скрытое под слоями зелени и времени. Древний артефакт, который, казалось, ожидал обнаружения веками. Стены были покрыты загадочными символами и рисунками, которые говорили на языке, давно заброшенном в пыль истории. Но что это значит? Кому принадлежало его величие? Исследователи знали, что стоят на пороге открытия, способного переписать историю, но им еще предстоит пройти долгий путь. Ведь вскоре они услышат рассказы о легендах и мифах, которые могут пролить свет на эту загадочную находку. Легенды и мифы. Краски конголезских джунглей сменились загадочной симфонией, когда исследователи начали искать объяснение открытию. Легенды об этих местах, звучащие на ветрах, пропитывались историческими мифами и шепотом старейшин, передаваемые из поколения в поколение. В течение веков рассказы о племенах этого региона окутывались мистикой. Говорилось, что они обладали знаниями, давно утраченными для остального мира, и тщательно охраняли свои тайны от любопытных глаз. Это были не просто сказки, но леденящие душу истории о могущественных ритуалах и великой мудрости, которую нельзя было измерить ни золотом, ни славой. По мере погружения исследователей в эти давние притчи, каждый новый эпизод открывал картины великих царей, заговоров и таинственных обычаев, которые побуждали их двигаться дальше, не боясь открыть правду, скрытую за густым ковром листьев и времен. Эта встреча с племенем обещала быть не только документальной, но и духовной, дарующей новые знания, которые уже ждут своего часа, чтобы стать частью глобальной истории, надстроенной современными находками и пониманием. Но знали ли исследователи, что впереди их ждет первый контакт с кем-то или чем-то, о чем рассказывали эти мифы? Первый контакт. Никто из исследователей не мог представить себе того, что произойдет дальше. Пробираясь все глубже в джунгли, группа оказалась лицом к лицу с загадочным племенем, о котором лишь шептались в легендах. Сначала была тишина, детальная и едва уловимая, вплетающаяся в ветер джунглей. Затем неожиданно их окружили. Появившись из ниоткуда, мужчины и женщины, словно тени, заполнили поляну, на которую наткнулись наши герои. Их кожа украшена удивительными узорами, яркими и пугающими в своей некотронутой красотой. На лицах ни тени страха, ни агрессии, только любопытство и осторожность. Им предстояло стать первопроходцами, установившими контакт с народом, чье существование давно отвергалось как миф. Однако что их ждет дальше? Исследователи знали, это только начало, и впереди им откроются секреты, которые могли бы навсегда изменить их представление о мире. Секреты племени. Исследователи, погруженные в туман объективной реальности, оказались в центре неизведанного мира, полный тайн и страха, сокрытого в сознании племени. На их глазах разворачиваются сцены, о которых они не могли мечтать и в самых смелых своих надеждах. Это был ритуал, но не тот, к которому они привыкли в своей культуре и обществе. Племя использовало своих преданных духов-наставников, чтобы черпать знания из потоков времени. Обычные растения джунглей для этого народа становились мостом в миры, пока закрытые от взгляда. Здесь каждый познал истинную природу, понимание и мудрость, передаваемую не через слова или книги, а через живой опыт, ощущение и силу единства с окружающим миром. Исследователи, пораженные простотой и глубиной, открывали для себя новые горизонты человеческого сознания. И даже несмотря на все выгоды цивилизованного мира, они с трепетом признавали великую и древнюю мудрость этих народов, что скрывает дальнейшее раскрытие культурного обмена. Традиции и ритуалы. Исследователи, впечатленные первой встречей, вскоре стали свидетелями того, о чем не могли даже подумать. В сердце джунглей, среди дыма священных костров, племя проводило обряд, в котором рациональность и мистика сплелись воедино, образуя новый язык, понятный лишь избранным. Эти люди не просто следовали древним обычаям. Они оживляли наследие своих предков с каждой новой луной. У костра звучали мелодии на языке, который заставлял дрожать от восхищения и благоговения. Жрецы племени, облаченные в уникальные наряды, умело соединяли символы прошлого с тем, что нам известно как наука, но на языке джунглей. Как лекарства и советы духов сливались с научными фактами, недоступными современным приборам. Они демонстрировали мастерство, используя растения для лечения, силы земли для защиты и тайные знания, вплетенные в каждое действие. Каждый новый элемент, каждое движение было не случайным. Это была гармония, основанная на уважении к природному ритму и собственной интуиции. В этот момент исследователи почувствовали, что становятся частью чего-то гораздо большего, чем простое научное путешествие. Неужели это вдохновение может привести их к более глубокому пониманию знаний, которые таятся в самом сердце джунглей? Секреты продолжали раскрываться, и впереди их ждали древние знания, которые так долго оставались в тени забвения.
Древнее знание. Тайна передачи знаний между поколениями удивляет своей сложностью и мудростью. Племена Конго, живущие в сердце джунглей, обладают таким мастерством, которое поразило даже самых искушенных исследователей. У них нет письменных учебников или схем, которыми пользуемся мы, но их методики обладают особой чистотой. Устные рассказы, ритуальные танцы и символические игры становятся природными книгами, впитавшими века опыта. Вождь племени, украшенный венком из цветов и перьев, рассказывает истории у костра. Он делится не просто словами, а целыми вселенными, оживающими в воображении слушателей. Каждый звук, каждое движение подчеркивают важность послания, помогая сохранить его для будущих поколений. История переходит от одного вожака к другому, усиливаясь новыми деталями, добавляемыми с каждым поколением. Тайный язык ритуалов и песен также становится связующей нитью. Дети, наблюдающие за трепетом взрослых, впитывают мудрость, прикасаясь к миру своих предков. Растения, животные и даже погода окружают их знаниями, делая традиции частью их естества. В этой среде каждый урок становится скорее частью жизни, чем просто информацией. В движениях племени, помогая своему племени, исследователи почувствовали, что знают о мире гораздо больше, чем полагали. Однако впереди их ждало еще одно открытие — тайные знаки, которые могли пролить свет на новые загадки. Содиумские знаки. Ранним утром, когда туман еще окутывал густые деревья джунглей, исследователи совершили открытие, которое они не могли предугадать. Их привлекло загадочное сияние, пробивающееся сквозь плотный покров листвы. Пробравшись ближе, они обнаружили каменные строения, покрытые символами, которые сияли ярким синим светом. Эти знаки, напоминающие древние геометрические формы и стилизованные изображения, оказались не просто украшением, а целым посланием, закодированным языком прошлого. Эти содиумские знаки, как их назвали исследователи, представляли технику, о существовании которой они и не подозревали. Племя объясняло, что эти символы говорят об их связи с силами природы и Вселенной, позволяя черпать энергию и мудрость из источников, скрытых от глаз. Каждый знак имел особое значение и мог быть прочитан лишь теми, кто также понимал ритм Земли и звуков. Пытаясь разгадать все значения, исследователи поняли, что перед ними не просто искусство, а целый архив знаний, возможно, передающий мировосприятие древних народов, которые соприкасались с неизведанным ранее. Они осознали, что загадочные знаки, возможно, предвосхищают некие события или изменения, которые только предстоят. Тайна обещала быть еще более глубокой, чем они могли предположить, и впереди ждала встреча с еще большими вызовами, которые могли бы окончательно изменить их взгляд на окружающий мир. Не зная, чем обернутся такие открытия в будущем, исследователи продолжали углубляться в сердце джунглей, обретая новые горизонты. Опасности джунглей. Погруженные в процесс познания, исследователи были готовы ко всему, кроме пугающей и дикой природы джунглей Конго. Здесь каждая тень может таить угрозу, каждый звук — сигнал к действию. Джунгли полны опасностей, как видимых, так и скрытых за зеленью, готовые обнять в мрачных объятиях. Ядовитые растения, способные парализовать или ввести в заблуждение, словно невидимые ловушки, подстерегали буквально на каждом шагу. Но природа таит не только растительные угрозы. Дикие животные, от едва заметных насекомых до грациозных хищников, следили за каждым движением незваных гостей. Малейшая неосмотрительность могла вызвать бурю или пробуждение спящей силы джунглей. И все же именно в этом хаосе таится истинная красота. Члены команды учились быть настороже, старательно избегая ловушек и находя пути через этот мир. Знания племени помогали им различать следы ядовитых существ и оценивать, куда лучше не ступать. Удары винтовок не звучали, ведь они понимали, что их миссия — гармония и понимание, а не разрушение. Но что происходит, когда природа, таинственная и великая, вдруг открывает новое измерение? Одно открытие, которое исследователи не могли предвидеть, грядет. Их дальнейшее путешествие обещает стать еще более загадочным и открывающим перспективы как для них, так и для мира в целом. Неожиданные открытия. Ожидания исследователей изменились после того, как они наткнулись на невероятные находки, которые заставили их переосмыслить все, что они знали о племени и его земле. Среди лесного слоя, под который они заглянули случайно, скрывались артефакты, подтверждающие существование некой древней цивилизации, прошедшей через это место. Воображение взрывалось от возможных сценариев, как эти артефакты могли оказаться здесь, и как они переплетаются с современными научными открытиями. Некоторые из этих находок относились к редкому металлу, которого в джунглях не должно было быть по логике вещей. Они выглядели так, словно принадлежали техногенной культуре, но в то же время сохраняли все признаки естественного происхождения. Это вызывало вопросы.
кто создал их и каким образом они стали частью загадочного конголезского ландшафта. Исследователи осознали, что знания племени уходят гораздо дальше, чем казалось на первый взгляд. Эти открытия освещали ранее неизвестные горизонты, где наука и легенды сливались воедино, заставляя исследователей пересмотреть устоявшиеся убеждения. В мире, где казалось, что мало что может шокировать, джунгли Конго раскрывали новую правду, ставящую под сомнение все привычные каноны. Такие открытия подталкивают исследователей к новым поискам, ведь за каждым вопросом следуют другие, не менее важные. Становилось ясно, что их путешествие только начиналось, и впереди их ждут открытия, которые способны изменить их судьбы и, возможно, даже историю человечества в целом. Влияние на мир. Эти находки в джунглях Конго стали настоящей сенсацией, вызывая волну обсуждений в научных кругах по всему миру. Влияние этих открытий может оказаться гораздо глубоким, чем только новое понимание давно потерянных культур. Современная наука, давно стремящаяся постичь древние знания, столкнулась с вызовами, падая перед таинственным ансамблем артефактов и символов, что могли бы изменить наши представления о человеческом развитии и культуре. Эти артефакты и знания проливают свет на возможные взаимодействия древних народов с силами, которые мы лишь начинаем понимать. Новые данные могут открыть нам более широкую картину человеческой истории, где утерянные цивилизации не просто существовали, а процветали в гармонии с окружающей природой, оставляя за собой сокровенные мосты к более глубоким тайнам Вселенной. Для ученых, исследователей и этнографов по всему миру это изменяющее игру открытия, открывающее двери для переосмысления того, что мы считали неизменным. Как эти новые знания отразятся на современной культуре и технологиях? Исследователи, поглотившиеся этими мыслями, продолжают мечтать о будущем, где большинство вещей станут возможны благодаря разгадке древних тайн. Факт общения нынешнего мира с таким масштабом истории заставляет задуматься, какую часть нашего пути еще предстоит пройти, чтобы понять наше истинное место в этом огромном мире, почему джунгли раскрывают предварительно недоступные горизонты, призывая нас двигаться дальше и стремиться к более глубоким познаниям, которые и не снились. Загадки природы. Изумрудная зелень джунглей Конго манит исследователей своим таинственным очарованием. Здесь, в этом густом биоме, природа играет свою собственную симфонию, создавая уникальные явления, которые поразяют даже самых опытных исследователей. На каждом шагу встречаются растения, которых нет нигде в мире. Тропические гиганты и миниатюрные кустарники, обладающие невообразимыми свойствами. Какие тайны они скрывают? Проходя глубже в сердце джунглей, исследователи наткнулись на удивительное явление — растения, которые светятся в темноте. Они словно освещают путь, приглашая путников углубляться дальше в неизведанные территории. Каждое дерево и каждый куст имеют собственную историю и пользуются своими уникальными способами существования. Кто-то отталкивает хищников, выделяя ядовитый сок, а другие, наоборот, привлекают опылителей редкими ароматами. Но флора не только создает визуальный спектакль. Благодаря устроенному природой тандему здесь формируется микроклимат, где постоянная борьба за выживание создает идеальные условия для процветания одних и вымирания других. Это как сложная головоломка, где каждое растение занимает свое законное место, внося вклад в общий гармоничный ритм, незаметный для глаза. Поглощая эти виды и феномены, исследователи задаются вопросом, какие еще секреты хранят джунгли. В этом царстве природы каждое открытие становится шагом к еще большей загадке, обещая еще больше сенсационных открытий для тех, кто готов идти до конца. Истории очевидцев. Среди тишины и загадок джунглей Конго у исследователей появилась уникальная возможность выслушать тех, кто знал тайны, сохранившиеся в этих землях на протяжении тысячелетий. Старейшины племени, облаченные в традиционные одеяния, собрались вокруг костра, готовые поделиться своими загадочными рассказами. Эти люди были живыми книгами. Каждый шрам на их телах повествовал свою историю о жизни и опыте, незаурядном для обывателя. Свидетельства, которые они делились, были больше, чем просто воспоминаниями. Это были настоящие уроки, окутанные аурой глубоких знаний о взаимоотношениях с природой и великим миром духов, связывающим все живое. Их рассказы затрагивали события, отразившиеся в местных легендах, где реальность и мифы переплетались, создавая сложную текстуру истории племени. Каждое их слово наполнялось смыслом, который проникал в саму суть понимания мира. Здесь можно было услышать об удивительных явлениях, объяснимых только из уст тех, кто живет и дышит с джунглями в едином ритме. Как они переживали ловушки времени, сохраняя свою культуру в неизменном виде, и как эти живые свидетели истории помогали современным исследователям приблизиться к разгадке великой тайны существования. Каждый рассказ открывал новые детали, кинув свет на древние книги природы, которые еще ждут, чтобы быть прочитанными полностью. Но впереди исследователей ждет путь домой, полный новых знаний, которые навсегда изменят их восприятие мира.
Путешествие домой. Поскольку исследователи собрали свой лагерный узел, каждый из них осознавал, что покидает Конго совсем другим человеком. Джунгли подарили им нечто большее, чем просто новые факты или знания. Они испытали настоящий катарсис, обнаружив единение с природой и древними культурами, что навсегда изменило их восприятие мира. Прощание с племенем было трогательным. Их новообретенные друзья передали им символические подарки, которые они с гордостью унесут домой как символы дружбы и знаний. Путь назад также был полон размышлений и осмысления. Каждый шаг по лесному покрову стал символическим возвращением в цивилизацию, но с более глубоким пониманием мира. Они знали, что впереди их ждут важные задачи. Делиться опытом с коллегами, распространять знания о таинствах джунглей и племенах, чьи истории оказались более запутанными и наполненными тайнами, чем ожидалось. Эти открытия вдохновляют на переосмысление границ науки и позволяют заглянуть далеко за пределы привычных норм. В дороге участники группы вспоминали яркие моменты своего путешествия, от первого контакта с племенем до загадочных знаков, которые обещают новые горизонты для исследований. Придя домой, они не просто вернутся к своей обычной жизни, а уже начнут думать над следующим шагом. Как использовать полученные знания для всеобщей пользы? Конго оставила свой яркий след, и теперь у них остается заветная мечта — вернуться однажды в эти магические джунгли, где так много еще неизведанного ждет их внимания. Но еще остались вопросы, как древние культуры соединяются с современностью, племена и человечество. Желание понять, как древние культуры влияют на современные цивилизации, стало для исследователей мощным стимулом продолжать открытия. Племена Конго, сохранившие за многие века свою уникальную идентичность, оказывают влияние, которое трудно переоценить. Их знания о природе, осознанность в ресурсах и глубокая связь с Землей навсегда изменяют восприятие того, как мы смотрим на мир. Многие из традиционных обычаев этих племен могут послужить уроками для современного общества с его постоянной гонкой за потреблением, вызывающей потерю жизненного баланса и гармонии. Таинство простоты их жизни, где каждый день соединен с устоявшимися ритуалами, позволяет понять, как важно не просто существовать, но чувствовать мир во всей его полноте. Эти племена напоминают о ценности неторопливого темпа и уважения к природной среде, аспектам, которые мы, возможно, утратили. В современном мире, где технологии диктуют образ жизни, такие традиции побуждают осознать важность сокровенных связей. Исследователи видят, как устоявшиеся знания могут интегрироваться в наше общество, помогая переосмыслить способы производства и потребления, привести к большему уважению к окружающей среде. Такая интеграция может стать первым шагом на пути к более устойчивому и экологичному будущему. Племена показывают нам, что современность может использовать прошлое, чтобы проложить путь к более гармоничной жизни. Их влияние распространяется дальше, чем кажется, и то, что началось с простого исследования, может играть значительную роль в создании более сбалансированной и осознанной цивилизации в будущем. Но как сочетать это древнее знание с возможностями будущих исследований, и какие еще тайны ждут своего часа? Будущее исследований. После возвращения домой исследователи осознали, что их путешествие в джунгли Конго было лишь началом, а не окончанием. Будущее исследований обещает быть захватывающим и многогранным. Полученные знания открыли перед ними новые горизонты и подтвердили необходимость углубленного изучения древних культур не только для научного открытия, но и для выстраивания будущего нашего общества. Теперь основное направление для ученых — это интеграция древних знаний с современными технологиями. Поиски новых способов взаимодействия человека с природой помогут создать более устойчивую и гармоничную среду обитания. Например, использование традиционных знаний о растениях для разработки природных лекарств или методов сельского хозяйства может стать прорывом в науке. Это возможно благодаря сотрудничеству с теми, кто бережно сохраняет этот ценный опыт. Еще одним важным направлением является устный фольклор, который может стать прекрасным источником информации о потерянных ранее технологиях и жизненных пониманиях. Изучение этих историй, их адаптация и интерпретация в рамках современного контекста могут дать неожиданные результаты. Искусство и культура этих племен тоже заслуживают глубокого изучения, поскольку они дают ключи понимания к глубоким философским вопросам, которые не так просто расшифровать. Исследователи понимают, что, подходя к изучению с уважением и взаимопониманием, они смогут развивать науку с новыми методами и инструментами. Джунгли тают еще множество загадок, и каждая новая экспедиция сможет приблизить нас к разгадке сути мироздания. Вместе с тем, именно понимание и уважение к этим древним культурам станет путеводной звездой, раскрывающей секреты и расширяющей границы наших познаний в захватывающем будущем исследований. Каждый шаг по этому пути — это ключ к новым, возможно, еще более удивительным открытиям, которые только предстоят.